Итак, дорогие друзья, сегодня почему у нас такая лялька лежит? Потому что сегодня у нас заговоры для детей. Но эти заговоры можно провести для себя в том числе. Однако я пишу для детей по той причине, чтобы матери и бабушки тоже имели право, могли, то есть знали, что они могут это провести для маленьких детей. Ребенком считается вот до 16 лет, где-то так, ну 17 лет вот примерно. Можно до этого времени для своего ребенка начитать. То есть сделать этот маленький заговор, ритуал и помочь. Это в основном для здоровья. Итак, значит, если у ребенка жар не спадает, если у ребенка, ну, естественно, понятное дело, что если есть серьезные проблемы, нужно к врачу, это даже не обсуждается, поэтому такими просто заговорами помогать это неправильно. Но если, например, у ребенка жар, дали таблетку и так далее, ребенок не может спать, голова болит, ну, внутреннее такое, внутренний дискомфорт, то проведите этот ритуал, и ребенок успокоится и уснет. То же самое можете провести для себя. Только там, где нужно называть имя ребенка, да, естественно, называйте себя. Итак, зажигайте свечу и ставите рядом со свечой чашу с водой. Берете эту чашу, начинаете крутить вокруг огня свечи и читайте 6 раз. Первым разом, темным часом заговариваю свое дитя. От жара и хвори, от болезни и боли, горит огонь, извивается, болезнь в огне умирает и мается, огонь сгорит, догорит, сила огня мое дитя исцелит. Истинно так. Или можно слово «умирает», потому что некоторые переживают, да, просто сказать, значит, горит и мается. Еще раз горит. Потому что слово «умирает» у многих вызывает такую страшную ассоциацию, хотя здесь сказано про болезнь. Первым разом, темным часом заговариваю свое дитя. От жара и хвори, от болезни и боли горит огонь, извивается. Болезнь в огне горит и мается, огонь сгорит, догорит, сила огня мое дитя исцелит. Истинно так. Еще раз. Первым разом, темным часом заговариваю свое дитя. От жара и хвори, от болезни и боли горит огонь, извивается. Болезнь в огне горит и мается. Огонь горит, догорит, сила огня мое дитя исцелит. Истинно так. Далее. Оставляйте свечу догореть. То есть не трогайте, вот так прям оставили эту свечу. Потом просто выкиньте, ничего не нужно делать. Воду принесите. Пару глотков, пускай ребенок выпьет, остальное мойте ему, значит, лицо и руки. И вытирайте подолом своим платьем, майкой. И положите спать. Через минут 10-15 ребенок успокоится, боль и жар спадут, пройдут, и ребенок уснет. Если для себя делаете та же самая процедура, только читайте на себя, точно так же немного выпить, помыть лицо, руки подолом своего платья или майки, да, прям так вот протереть чуть-чуть, и через некоторое время у вас это состояние пройдет, лихорадки, жары и прочее. Далее, если вот плохое самочувствие, непонятное состояние, сбивается режим, усталость, непонятно, в общем, от чего лечиться, то одно, то второе, трясет как-то вот состояние апатии и прочее. То есть какая-то вот такая неизвестная хворь, которая вас раздражает, вы не можете никак от этого избавиться. 3 вечера к ряду, значит, читайте на воду 3 раза и пьете. Через некоторое время, через 3-4 дня снова можно повторить.
Вот так в течение месяца, вот несколько вечеров, 3-4 вечера к ряду это проводите и заметите, скажем так, очень заметные перемены в своем состоянии, в здоровье. Итак, 3 вечера по 6 раз читаем на воду и пьем. Шла богиня Гигея, Асклепия дочь, несла в руке воду живую, чтобы мне помочь. Кто эту воду выпьет, у того тело излечится, разум прояснится, здоровье вернется, заклинаю. Шла богиня Гигея, Асклепия дочь, несла в руке воду живую, чтобы мне помочь. Кто эту воду выпьет, у того тело излечится, разум прояснится, здоровье вернется, заклинаю. Если ребенку читаете, естественно, чтобы имя своего ребенка помочь. И 3 вечера к ряду точно так же читать, дать ребенку попить. Ну, мало ли, может, рассеянность, может, какое-то постоянное состояние апатии, усталости, может, постоянно какой-то, знаете, к вечеру температура поднимается. То есть ходите по врачам, вроде ничего серьезного нет, но ребенок страдает, мучается. Можно это провести и раз и навсегда как бы поставить точку в этом состоянии. Еще раз читаю. Шла богиня Гигея, Асклепия дочь, несла в руке живую воду, чтобы мне помочь. Кто эту воду выпьет, у того тело излечится, разум прояснится, здоровье вернется. Заклинаю. Если у вас непонятная болезнь, которая вас грызет, или вам сказали врачи, что, собственно говоря, хроническая болезнь, которая будет вас мучить, потому что неизлечимые болезни, если заговаривать, это нужно идти к человеку знающему, просто так вам не удастся. Но бывают такие моменты, например, лечится, да, что-то, потом снова. Ну, например, есть женщины, у которых, извиняюсь за подробности, молочница, и она все время начинается по новой и снова, и это мучительно, потому что начинается холода, снова эта болезнь поднимает голову. То есть она хроническая, гастрит хронический. Что еще у нас? Ну, болезнь стоит немножко запустить, и он становится хроническим. То есть некоторое время оно заглушается, потом по новой поднимает голову. Чтобы раз и навсегда от этого избавиться, можно сделать 3 раза эту процедуру, но обычно с первого раза проходит. Если не навсегда пройдет, то, по крайней мере, на, знаете, несколько лет точно забудете. Итак, нужно найти червя. Или выкопать, или купить. Покупается в этих специальных магазинах для рыбалки. Можете принести червя. Несколько штук принести на всякий случай. Берете в руки этого червя, плюете на этого червя 3 раза. Есть различные варианты вообще с червями, очень много различных вариантов с древних времен. Но вот, да, и бронхит можно хронически лечить. Но это, скажем так, мое. Берете этого червя, нужно плюнуть 3 раза на этого червя, начитать 3 раза, потом отпустить. И через некоторое время эта болезнь с вас сойдет. Причем за короткое время. Например, я вам давала, значит, скинуть болезни на жабу. Я вам скажу, очень эффективно. Кто делал, просто такие болезни, от которых они прям уже не мечтали никогда избавиться, они избавились. Сейчас скажу, болезнь костей, как она называется, уже, честно, не помню. Ой, скривление рук идет от этой болезни, ёкаламане, уже не помню. Ну, в общем, у некоторых людей это начало проходить. Итак, червь. Плюньте на червя 3 раза и говорите. Червь, сын червя, да внук червя. 100 червей, 1 голова. Ищите этого червяка, нареките его вашим царем, вашим государем. Да, подагра. Заберите мою хворь, болезни известные и неизвестные, спасите, снесите под землю, заройте там, закройте там, заберите мою болезнь. Иначе убью вашего царя, раздавлю вашего государя,
в землю ползи, болезнь с меня забери, ключ, замок, язык, заклято. Еще раз, 3 раза плюнуть на этого червя, начитать 3 раза и отпустить. Червь, сын червя, да внук червя. 100 червей, одна голова. Ищите этого червя. Нареките его вашим царем, вашим государем. Заберите мою хворь, болезни, известные и неизвестные. Снесите под землю, заройте там, закройте там, заберите мою болезнь, иначе убью вашего царя, раздавлю вашего государя. В землю ползи, болезнь с меня забери, ключ, замок, язык, заклято. Если для ребенка, то нужно, чтобы ребенок взял в руки этого червя. Нужно, иного выхода нет. Плюнул 3 раза и, держа в руке, вы будете читать. Возьмите его за руку, держите в руке, и этого, значит, начитайте. После ребенок должен отпустить этого царя. Значит, отпустите в таком месте, чтобы он куда-то ушел. Это уже проблема червя. Замерзнет он или не замерзнет, вы должны это делать. Ну, значит, положите обратно в землю. Закопайте его, закройте землей, чтобы он не замерз и ушел в землю. Если у вас рана не заживает постоянно, на лице, например, не заживают раны, да, или раны, которые, ну, постоянно, значит, кровоточит, воспаляется, в общем, никак не заживает, не заживающие раны или ранки от угрей. Если для ребенка читайте, значит, указательным, указательным пальцем, указательным, проводите вокруг этой раны против часовой стрелки и читаете 7 раз, пока рана не заживет. Несколько дней. Обычно она заживает уже первый вечер. Но 3 дня можно читать как профилактика. Неважно, день, ночь, какое время. Едет дед из леса на старых санях. Дед до дому доедет, а у меня рана заживет. Истинно так. Сама перепишу, потом читать не могу. Если у вас на лице вот эти угревые раны или прыщи и так далее, вот по этим местам проводите пальцем, потом в другую сторону 7 раз читайте. То есть везде, где есть. Через некоторое время у вас лицо начнет очищаться, потому что эти раны начнут сходить и излечиваться. Еще раз. Едет дед из леса на старых санях. Дед до дому дойдет, а у меня рана заживет. Истинно так. Если у ребенка судороги или у вас судороги, нужно будет полынь, найти траву полынь, зажечь полынь, поставить свечу восковую рядом, зажигать, и пока идет дым и горит свеча, читать 6 раз. Значит, посадите ребенка перед алтарем или сами садитесь, если это для вас читается. Читайте 6 раз. Желательно, если вы это прочитаете 3 вечера кряду. Здесь сказано не на день, не на, значит, год, а на всю жизнь. На самом деле это всего лишь такой, знаете, размах, объем вы берете на всю жизнь. Но это не говорит о том, что действительно на всю жизнь это поможет. Это может на многие лета помочь, может навсегда помочь. Но в заговоре упоминается на всю жизнь слово. В этих заговорах спрашивают, откупаться можно? Вот в этом заговоре да, в остальных нет нужды, потому что там больше откупаетесь вы своей положительной энергетикой. В этом, если через 3 вечера к ряду сделали, и через некоторое время у вас все прошло, относите 3 монеты, сладости, можно развернуть конфеты и рюмка водки. Оставляйте под деревом, благодарите и уходите. Говорите, уплочено. Но только тогда, когда пройдет. Если сразу не пройдет, значит, делайте несколько раз в месяц, пока окончательно у вас не закончится. Судороги, боли в ногах. От чего? От варикоза, от артрита, да, из-за кости, из-за костей, из-за возраста, из-за всего что угодно. То есть вы вот эти вот ноющие неприятные боли, тянущие вниз
эти боли проходят. Но если у вашего ребенка это, я уже объяснила, бывает, что у детей тоже судороги ног, боли ног или часто ранят ноги, то есть уязвимая часть ноги. Читаем. Шесть раз напомню. Если я где-то цифру неправильно говорю, внизу как написано, так и есть. Бывает иногда, что, скажем так, оговариваюсь или там ошибаюсь, потому что я тоже живой человек и работаю сутками. Итак, сей заговор не на час, не на день, не на неделю, не на год, а на всю жизнь. Сударушка, судорога, с меня выходи, с ног, с рук, с моих и зайди. В огне пропади и сама себя сожги. С дымом исчезни, в воздухе пропади. Огонь, моя мать, изволь судороги с меня забрать, заклинаю. Нет, больше никому нельзя читать. Вы не можете никому читать, пускай сами берут и читают взрослые люди. Они должны сами прийти, благодарить и просить силы, чтобы силы их услышали. Сей заговор ни на час, ни на день, ни на неделю, ни на год, а на всю жизнь. Сударушка, судорога, с меня выходи, с ног, с рук моих и зайди, в огне пропади и сама себя сожги. Да с дымом исчезни, в воздухе пропади. Огонь, моя мать, изволь судороги с меня забрать, заклинаю. Еще раз. Сей заговор ни на час, ни на день, ни на неделю, ни на год, а на всю жизнь. Сударушка, судорога, с меня выходи, с ног, с рук моих и зайди, в огне пропади и сама себя сожги. И дымом исчезни, в воздухе пропади. Огонь, моя мать, изволь судороги с меня забрать, заклинаю. Проведите, через некоторое время у вас ноги оздоровятся и больше болеть не будут. Я еще продолжу. Кстати говоря, хочу вам напомнить, что есть у меня заговоры для здоровья, можете открыть, исцеление водой, исцеление кожи. Это все точно такие же болезни. Больше сюда не смейте писать одно и то же. Я уже сказала. Перемотайте и послушайте, о чем я сказала, о хронических болезнях. Слушать надо уметь и постоянно мне заказы не раздавать. Здесь не ресторан. Все, дорогие друзья, берете, делаете и получаете результат. Всем удачи, всех благ. Я дальше пошла работать.